Виллоу Крик постепенно просыпался после зимних праздников, и жители понемногу входили в привычный ритм жизни. Но эти деньки прошли так, что каждый обязательно будет вспоминать их еще долго. Так что же произошло у наших горожан в преддверии Нового года, и какие события вернули их в настоящую зимнюю сказку? Пожалуй, здесь следует вернуться к первому снегу и самому началу. В Виллоу Крик пришла зима. Наступала неделя перед главным праздником – Новым годом. Это время, когда исполняются желания, а с людьми случаются чудеса. Вечер накануне был морозным. Улица заметала метель, накрывшая все вокруг белым полотном. Но затем пурга утихомирилась, над городом взошел месяц, окруживший себя ореолом ярких звезд, и настала ясная безмятежная ночь. Из труб вырывался дым, клубами уносящийся ввысь, в черное, затянутое синеватой дымкой небо. От мороза снег скрипел под ногами. Река, прорезавшая город на две половины, замерзла, подернувшись льдом. Жители готовились к зимнему празднику. По традиции они украшали дома, наряжали елки, веря, что грядущий год будет лучше и плодотворнее, чем предыдущий. Но кое у кого к этому празднику был особенный интерес. Темная фея по имени Амаранта Дель Мар давно строила коварные планы. Дело в том, что прямо сейчас она готовила специальное зелье, которое позволило бы ей установить контроль над природой. А для этого ей не хватало парочки уникальных ингредиентов – печали и слез. А как их легче всего заполучить, если не похитить у людей долгожданный праздник? И вот так Амаранта, как по мановению волшебной палочки, похитила новогоднее чудо, лишив жителей Виллоу Крик не только праздника, но и тихой размеренной жизни. Именно тогда в городе пошло все наперекосяк. Но вдруг в Виллоу Крик появился тот, в кого не верят взрослые, но втайне надеются, что он существует. Лишь ему было подвластно возвратить все на свои места и не дать чарам Амаранты захватить город. Он проехал по пустынным снежным улицам и оставил у домов послания для каждого жителя Виллоу Крик. Если они правильно истолкуют эти послания, то смогут заново обрести новогоднее чудо. Гость не остался незамеченным. Цунами видела, как от ее дома отходил седовласый старец в зимнем тулупе. Увидела его и Джо Пауэр. Жаклин Бонжур как раз выглянула в окошко и заметила, как мимо их дома кто-то проехал и растворился в снегу. Чудеса, не иначе. Получится ли у жителей вернуть Новый год в Виллоу Крик? Семейство Кадоры всегда придерживалось семейных традиций. Проживая в Тартозе, Симона обычно готовила к Новому году такое разнообразие блюд, что от них ломился стол. А когда ей не хватало продуктов, она отправлялась в местные магазины и всегда получала то, что хотела, даже если нужный товар с прилавков давно исчез. La clava. В канун Нового года Санта тоже приносил домой множество подарков. Именно поэтому Симона с любовью и нежностью называла его Санто Клаусом. И это неспроста, ведь Санта, по доброй семейной традиции, каждый год забирался в каминные трубы соседских домов. Вот только в отличие от Санта-Клауса, Санта не оставлял подарков под праздничной елкой, а наоборот, забирал то, что под ней лежало. Кухонная утварь, статуэтки, часы, игрушки и различные безделушки – все это включалось в список того, что можно продать туристам на новогодних каникулах. По традиции, тоже семейной, в новогоднюю ночь Симона и Санта распаковывали подарки и откладывали те из них, из которых можно выручить хоть какие-то средства. Традиция эта была настолько неизменна и нерушима, что не исполни ее Виллоу Крик, крыша дома семейства Кадоры точно бы обвалилась. Да, Кадоры всегда чтили праздничные традиции.
Но именно они стали первыми, кто столкнулся с чарами Амаранты, похитившей новогоднее чудо. Наступала новогодняя неделя. Санта и Симона уже подготовились к празднику. Они нарядили елку, а по дому расставили праздничные украшения и развесили гирлянды. Маленький Франко тоже радовался, глядя на сверкающие огни гирлянд. Утро было замечательным, свежим и ясным. Именно утром Кодоры обнаружили у своего дома коробку от Деда Мороза, в которой было послание: членов семьи не выбирают, но любят всех одинаково. Что за чушь? Симона не обязана любить всех одинаково. Тем более Цунами Мураками всегда говорит, что жители Виллоу Крик одна большая и дружная семья. Это, разумеется, очень мило, все дела, но как можно полюбить, например, Жаклин Бонжур? Она же такая навязчивая и болтливая, ужас просто. В общем, ерунда какая-то. Это надо просто сжечь. День проходил как обычно. Санта делал нектар. Они с Симоной любили пригубить стаканчик другой, и за ужином, и просто так. Франко изучал окружающий мир, а Симона просто общалась с людьми. Но ночью, когда стемнело, Санта переоделся в свой традиционный костюм и отправился в Бриндлтон-Бэй за подарками. Он выбрал дом, внешний вид которого намекал, что владельцы явно чтут праздник, а значит, под елкой уже должно что-то лежать. По традиции Санта забрался на крышу, а затем проник в каминную трубу. О да, подарков была целая куча. Санта прихватил с собой самые увесистые. Правда, он не обратил внимания на такие предметы интерьера, как... Но это все мелочи. Ему показалось, или был какой-то звук? Симона уже не могла ждать и поскорее хотела распаковать подарки. Что же Дедушка Мороз решил преподнести к семейному бюджету на этот раз? Они приглушили свет, зажгли огни и, наконец, были готовы сорвать подарочные упаковки. Но каково же было их удивление, когда среди подарков показался... котенок! Не успев оттуда выбраться, он сразу же поставил весь дом на уши. Кодоры еще не опомнились от шока, как коробки зашевелились, и оттуда вылез еще один котенок. И еще, и еще. Что это такое? Как такое могло произойти? В подарках, которые принес Санта, не было ни мраморных ваз, ни брендовых часов или украшений, ни фотоаппарата или дорогой кофеварки. В них были только котята, которых, кстати, не отдашь туристам за 7 миллионов. Такое ощущение, что в доме Кодоры произошел кошачий апокалипсис. Нет, такого вынести Симона никак не могла. Она же не какая-нибудь кошатница, как Жаклин Бонжур, например. И пока она ругала мужа, говоря, что Санта-Клаус из него так себе, ей вдруг в голову пришла интересная мысль. А что, если повернуть эту ситуацию в свою пользу? Кажется, Симона уже знала, что делать. Утром первым же делом Симона Кодоры выпустила объявление. Люди добрые, не оставьте в беде маленьких сироток. В Виллоу Крик открылся первый благотворительный фонд тетушки Симоны для сбора средств на содержание котят, оставленных без крова в новогоднюю неделю. Жители Виллоу Крик с воодушевлением поддержали эту инициативу и пришли на помощь милосердной и добросердечной тетушке Симоне. Побольше, Жаклин, побольше. Ты же любишь кошек, правда? Ну вот, другое дело. В доме Кодоры даже появилась Катарина Линкс, известная любительница кошек из Бриндлтон-Бэй. Она, конечно, не собиралась забирать котят себе, ей-то куда уже, а просто пришла предложить свою помощь в уходе и рассказать Симоне, как правильно содержать питомцев. Но Симона уже не могла выносить эту беготню под ногами и бесконечное мяуканье. Поэтому она сказала: «Если ты их не заберешь сейчас же, тебе самой потребуется благотворительная помощь». И вот так Катарина ушла домой не с пустыми руками. Как же хорошо, когда люди получают в подарок то, что хотели. Но удача сегодня была явно не на стороне Кодоры. Говорят, что Новый год приносит чудеса, а в новогоднюю ночь творится волшебство.
Именно поэтому Чак не любил этот праздник. Он в достаточной мере повидал магии и стал свидетелем волшебных событий еще в детстве. Дело в том, что его мать, Сибилла, как-то раз увлеклась темными материями. И пока она погружалась в черное искусство все глубже, дети росли, обделенные ее вниманием. Мистические тайны колдовского мира однажды сыграли с ней злую шутку. Чтобы обрести могущество, она решила пожертвовать семейными узами. Но одно из заклинаний дало сбой и превратило Сибиллу в старуху. От горя она сбежала из дома и поселилась в одинокой хижине в глубине болот, отрекшись от всего, что было у нее. Любой праздник теперь проходил без нее. А в новогоднюю ночь маленький Чак обычно забирался под одеяло с головой, чтобы не стать свидетелем каких-либо чудес, о которых говорили все вокруг. И ему хватило волшебства. Поэтому встречать праздник у Чака не было желания. Вивьен не возражала. По собственному опыту она знала, что иногда надо идти на уступки. Сейчас они возвращались из Сулани, где занимались поисками утонувшего артефакта, и сразу же планировали отправиться в Сильвадорадо за разгадкой тайны проклятой американской царицы. Но прибыв в Виллоу Крик, они обнаружили, что у входа их ждала коробка с посланием от Деда Мороза. Иногда достаточно лишь одного теплого слова. И подняв глаза от коробки, Вивьен вдруг встретилась взглядом с чем-то неведомым. И лишь потом они увидели, что с их домом стряслось нечто страшное. Какие тут могут быть теплые слова? Неужели они отсутствовали так долго, что их участок превратили в городскую свалку? Что это за груды коробок? Что за груды металла? Какие-то прожекторы, фонари. А что это? Праздничная елка? Нет, все-таки это не похоже на свалку. Хотя похоже, конечно, но тем не менее тут угадывалась некая инсталляция, выдержанная в определенном стиле. А такой стиль присущ лишь одному человеку. На пороге их встречала нежданная гостья. Ну конечно, кто же еще мог сотворить с их домом такое? Это была Фэй Роше, старшая сестра Вивьен. В детстве Фэй и Вивьен не особо ладили. Как-то раз в Рождество они не поделили игрушку, найденную под елкой. Вивьен тогда только пошла в новую школу в новом городе, потому что их мать очень любила переезжать, меняя города как перчатки. И маленькая Вивьен мечтала о друге, которого можно всегда иметь рядом. Она уже представляла, как разговаривает с куклой, делится с ней секретами, которые та точно никому не расскажет. Фэй же училась в старших классах, и Вивьен никак не могла понять, для чего взрослой сестре эта кукла. Но в этом вся суть Фэй. Она не умела уступать. Она не планировала играть с этой детской игрушкой, конечно же нет. Кукла была нужна ей лишь потому, что Фэй первой ее обнаружила. В глазах Вивьен старшая сестра была упрямой, своенравной и со своим видением мира. Если Вивьен Диор, повзрослев, появлялась на светских приемах в роскошных вечерних туалетах, то Фэй подходила к выбору одежды с большим креативом. Вивьен любила дорогой парфюм и красное вино. А Фэй считала, что праздник не может обойтись без авторских коктейлей и диджея, ведь главное – беззаботное веселье. Когда требовалось развеяться, Вивьен обычно пускалась в рискованные приключения, на раскопки древних редкостей или даже в глубины океана на поиски потонувших артефактов. Фэй же предпочитала отдых в окружении любимых ротвейлеров или на безбашенных рейвах в Бергхайме. А если хотелось креатива, она отправлялась куда-нибудь на кладбище для концептуального фотосета, чтобы затем представить новый лукбук на андеграундном показе. И вот теперь она была здесь. Фэй извинилась, что явилась вот так неожиданно, но она подумала, почему бы не отметить этот Новый год в кругу семьи? Вивьен же не будет возражать против того, что она немного украсила ее дом к празднику, ведь так? Внутри было не менее страшно, чем снаружи. У входной двери их встречал огромный песочный снеговик, подсвеченный зелеными огнями. Кухня превратилась в какое-то помещение для игры в собак Первого Ордена. Нет, скорее Ордена Сопротивления. Фэй была настоящим проклятием. И теперь она решила сделать проклятием весь Новый год. Сегодня цунами была вся на нервах. Казалось бы, поводов для беспокойства нет. Шла предновогодняя неделя, дом сверкал от разноцветных огоньков, с Наруто они установили елку и развесили гирлянды. Цунами, конечно, молодец, что позаботилась о собственном доме. А вот Виллоу Крик до сих пор не украшен. Праздник наступит в субботу, а уже вообще-то вторник.
Как мэр, Цунами знала, что от общего состояния города зависело и внутреннее состояние его жителей. Дело в том, что она заказала для городского праздника целую гору украшений. Именно туда со дня на день должны были прибыть гости из других городов. Помимо мэров Сулани и Камаребе, с которыми Цунами уже установила доброжелательные и доверительные отношения, Виллоу Крик собирался посетить мэр самого Сан-Мишуна. Поскольку раньше Виллоу Крик был пригородом Сан-Мишуна, а теперь превратился в самостоятельный развивающийся город, приезд главы Сан-Мишуна был важным событием. Но из-за предновогоднего ажиотажа украшения для парка затерялись где-то в пути, и Цунами совершенно не укладывалось в сроки. Поначалу план казался вполне простым. Цунами встречает своих важных гостей, все вместе они обедают в ресторане «Бон Аппетит», где Жаклин Бонжур демонстрирует гостям изысканную кухню. Мэр Сан-Мишуна особенно счастлив. А затем Цунами проводит экскурсию по парку, подготовленному к празднованию Нового года. Тут все, конечно, вздыхают от переливов праздничных огней. И, разумеется, понимают, что Виллоу Крик действительно достоин быть самостоятельным, независимым городом. Но доставка украшений задерживалась. Цунами надеялась, что Жаклин хотя бы успеет приготовить обед, от которого Виллоу Крик не упадет в грязь лицом. И куда же подевался Наруто? В такой важный момент он как будто сквозь землю провалился. Но зато возле входной двери стояла какая-то коробка. Послание Деда Мороза. Так, посмотрим. Совсем не обязательно полагаться только на себя. Помощь тоже можно принять. Как можно полагаться на кого-то, кроме себя? Вот и Наруто куда-то пропал в такой ответственный момент. Но тут Цунами узнала, что в город приехала сестра Вивьен Диор, которую та чуть ли не боготворила. По рассказам Вивьен, Фэй Роше обладала отменным дизайнерским талантом и была мастером визуального искусства. Так может, нужно обратиться к ней? Вдруг Фэй сможет спасти плачевную ситуацию, в которую попала Цунами? Фэй сказала, что Цунами пришла по адресу. Кто, как не она, может украсить любое пространство так, что все просто ахнут? Для этого ей нужно примерно, 5 минут. И к вечеру Цунами уже любовалась городским парком, действительно ахая от увиденного зрелища. Что это вообще такое? Это точно украшение для Нового года? Такое чувство, будто по Виллоу Крик прошлась разрушительная волна, сметая все на своем пути и оставив лишь развалины. А может быть, в городе на самом деле наступил конец света? Праздничные инсталляции в парке поражали воображение. Огромные каменные ворота, разбитые машины, погребенные под кучей снега, жаровни, горы автомобильных покрышек, груды деревянных ящиков, костры из мусора, песочный снеговик, поджариваемый на костре. И все это в окружении искусственных пальм. Главное, что наряженных, Новый год же. И, конечно же, центральное украшение всего парка – новогодняя елка. Или то, что от нее осталось после какого-нибудь взрыва. Фэй была собой довольна. А вот у Цунами от зрелища даже задергался глаз. Она в печали отправилась домой. И уже не видела, что когда стемнело, все вокруг вспыхнуло разными огнями. Инсталляции Фэй Роше словно ожили, и парк превратился в трендовое тусовочное место. Оригинальная елка, подсвеченная необычными гирляндами в красных тонах, контрастировала со снегом, накрывшим землю белой блестящей накидкой. Самое интересное в том, что после такой дизайнерской магии парк заполонили туристы, всевозможные модники, инфлюенсеры и селебрити, которые знали в этом толк. Но как такое показать главам других городов? Вечером в Виллоу Крик зажглись огни. Погода была безветренной, с неба не спеша сыпался снег. Это был сказочный вечер, даже волшебный. Вивьен и Чак лепили снеговика. Несмотря на приезд сестры, Вивьен все равно наслаждалась каждым мгновением предновогодних дней. Тем временем Фэй подготовила напитки и приступила к созданию грандиозного ужина, потому что сегодня к ним должен прийти особый гость. Фэй так хотела угодить сестре, что заранее выяснила некоторые детали о Чаке. Она задумала собрать за праздничным столом всех родных и тем самым заслужить долгожданное доверие Вивьен. Наконец, когда все сели за стол, в дом вошла неожиданная гостья. Это была Сибилла, мать Чака. Именно ее Фэй пригласила на праздничное торжество. Фэй была рада. Наконец-то вся семья в сборе в этот предновогодний вечер. Не хватало только ее ротвейлеров и сестры Чака, Лоры, но и слишком долго ехать в Виллоу Крик из Иннисгрина, хотя она наверняка оценила бы подарок Фэй.
странно, но ужин проходил в молчании. Фэй видела по выражению лица сестры, что та еле сдерживается, а Чак вообще погрузился в собственные мысли. Как же долго он не виделся с матерью и не сидел с ней за одним столом. Новый год на то и волшебный праздник, чтобы лицезреть чудеса, творящиеся вокруг, ведь так? Но напряжение, висящее в воздухе, было слишком явным. А Чак вдруг вообще встал из-за стола и ушел. Тогда Вивьен позвала Фэй на приватный разговор. Вот что Фэй снова наделала. Как вообще она могла так поступить с Чаком? Как она могла так поступить с Цунами и испортить парк перед приездом важных гостей? Что она натворила в ее доме? Вивьен теперь как будто живет в Батуу или в какой-нибудь фантастической книге в жанре киберпанк. Фэй, как вестник апокалипсиса, несет лишь разрушение. Если бы она попала в ад, она бы там камня на камне не оставила. Возмущенная, Вивьен вернулась за стол, чтобы не оставлять гостю в одиночестве. А Фэй неслышно вышла из дома в снежную морозную ночь и ушла в неизвестном направлении. Ветер печально завывал под карнизами, осыпая снегом улицы, а небо заволакивали темные тяжелые тучи. Лишь потом Вивьен увидела, что, уходя, сестра оставила на комоде ту самую куклу, из-за которой они поссорились в детстве. Рядом была записка со словами: «Я привезла ее тебе в подарок на Новый год. Прости, если я все испортила». Вивьен нашла сестру в городском парке. Та сидела на скамье, глядя, как снег кружит в ветвях сакуры. Что-то дрогнуло внутри Вивьен, увидевшей сестру под одиноким деревом, раскинувшим крону под черным холодным небом. Она прошла по мосту и присела рядом. Так они и сидели в молчании, не зная, что сказать друг другу. Сказать, конечно, хотелось многое, но не находилось подходящих слов. В голове Вивьен вертелось множество мыслей, и ей вдруг вспомнилось послание Деда Мороза, найденное в коробке у дома. Что там говорилось? Иногда достаточно лишь одного теплого слова. Так вот в чем суть этого непонятного на первый взгляд послания. Вивьен окинула взглядом парк, украшенный Фэй. Да, это явно не то, что ожидала Цунами, не то, что подходит для Виллоу Крик, но все-таки у Фэй было собственное видение мира и свой взгляд на вещи. А еще она просто хотела быть полезной. Тогда Вивьен сказала, что вообще-то парк получился не так уж и плох. Пусть мэры других городов знают, что Виллоу Крик настолько суров, что его жителям лучше не переходить дорогу. Иногда достаточно лишь одного теплого слова. Таково было послание Деда Мороза для семейства искателей приключений. И касалось оно не только Вивьен Диор. Пока Вивьен и Фэй вспоминали в парке былые годы, Чак был дома наедине с матерью, которую не видел долгое время. Казалось, что все его чувства давно угасли. Когда он был ребенком, то хотел, чтобы она всегда была рядом. Взрослея, он стал понимать, что это был ее личный выбор, с которым надо было просто смириться. Лора, кстати, относилась ко всему философски и словно даже не переживала и не расстраивалась. Поначалу Чаку тоже нечего было сказать. Мать, конечно, натворила много дел. Но все же сейчас она была здесь, рядом с ним. И пусть он совсем не так представлял себе их встречу, но она, тем не менее, состоялась. Ведь у судьбы всегда собственные планы. Тогда Чак сказал, что на самом деле рад ее видеть. И вот так Фэй, обрушившись на дом сестры точно смерч и наворотив непонятно что, все же сделала доброе дело и сумела спасти праздник хотя бы для Чака.
Симона не спала всю ночь. Санта сопел, как двигатель самолета, словно готовясь взлететь. Да и Франко беспокоился, будто чувствуя, что одна злобная фея решила похитить всю радость из Виллоу Крик. Но самое страшное было то, что на нижнем этаже всю ночь кто-то шуршал в подарочных коробках. Поэтому утром Симона стояла и думала, что ей делать с этим. Это маленькое чудовище нарушило весь распорядок, и покой ушел из дома Кадоры, помахав им ручкой. Оно прыгало, резвилось и бегало, постоянно путаясь под ногами. Симона, конечно, очень любила животных, но только в том случае, если об этом заходил разговор с кем-нибудь, кому надо было пустить пыль в глаза. В остальном она хотела поскорее от них избавиться. Но чудовище на то и чудовище, что избавиться от них крайне непросто. Как он сюда попал? Нет, так не пойдет. Симона так увлеклась погоней за маленьким монстром, что не заметила, как оказалась у дома Бонжуров. Котенок шмыгнул внутрь. Едва завидев незваного гостя, Жаклин сразу же бросилась его обнимать и целовать. Она прыгала и резвилась, играя с котенком, и Симона даже на секунду подумала, чудовище действительно существует в этом мире. Но вдруг ее привлек какой-то блеск в соседней комнате. Ну надо же, Кадоры едва сводили концы с концами, а Бонжуры уже успели обставить гостиную. Похоже, дела в ресторане идут лучше некуда. А что это за прелестная вещица? Новенький фотоаппарат так и просился в руки. Пока котенок отвлекал внимание хозяйки, вещь, приглянувшаяся Симоне, вдруг пропала со своего места. Ну что ж, кажется, Симона обзавелась новым компаньоном, который был хорош во всех отношениях. У людей он вызывал умиление и сразу переманивал все внимание на себя. Но самое главное то, что расколоть такого компаньона не удастся даже самому умелому детективу, и он никогда не выдаст всех тайн семейства Кадоры. Симоне вдруг вспомнилось послание, найденное у дома. Там было сказано, что членов семьи не выбирают, но любят всех одинаково. Еще бы! Как можно не любить такого находчивого и изобретательного партнера? Очевидно, в клане Кадоры появился новый член семьи, и они, наконец, поняли суть послания Деда Мороза, кем бы ни был тот мошенник, оставивший его у порога. Над именем питомца Симона и Санта думали недолго и назвали его просто, ясно и запоминающийся – Капоне. Новогодняя суета добралась и до дома Бонжуров, который теперь стоял на ушах. Уже наступил четверг, времени до Нового года оставалось немного, а дел не впроворот. Жаклин Бонжур могла бы назвать эту праздничную суету другим словом – сущий ад. Дело в том, что сегодня в их ресторане должен состояться прием мэров. Она хотела устроить настоящий душевный праздник и показать, насколько же Виллоу Крик гостеприимен. Жаклин, конечно, подстраховалась. С вечера приготовила все блюда и убрала их в холодильник в ресторане. Для праздника не хватало лишь особенного костюма, который она заказала на Продавито и ждала с минуты на минуту. Кстати, покупка была бы еще выгоднее, если бы она оформила кредитную карту Продавито. Бесплатное обслуживание первые 3 часа, 1 день без процентов на любые покупки категории сельскохозяйственная техника, кэшбэк до 2% и другие выгодные условия. Продавито – незаменимый помощник во всем. Но прием мэров – это полбеды. Встреча самого Нового года тоже должна была состояться в ресторане Бонжуров. Мероприятие посетят все жители Виллоу Крик, а это значит, что Жаклин еще предстояло готовить, готовить и готовить. Прямо с утра все пошло наперекосяк. Жерар потерял фотоаппарат. Как теперь сделать фотографию цунами с мэрами Сулани, Камареби и Сан-Мишуна? Жан-Поль опаздывал на свидание с Дженной и никак не мог найти свои носки, поэтому бегал туда-сюда, шлепая по полу босыми ногами. Во время всей этой беготни в гостиной загорелось новое кресло. Жан-Поль, конечно, сразу же бросился его тушить. А у Жаклин уже просто не было сил отвлекаться на все эти мелочи. Еще и доставка костюма задерживалась, а в чем встречать таких важных гостей, Жаклин даже не представляла. О, наверное, наконец-то приехал праздничный костюм. У двери Жаклин ждали 2 посылки. В первой определенно было платье для праздника. А это что такое? Какое-то послание от Деда Мороза.
Порой необходимо остановиться и оставить попытки прыгнуть выше головы. Не совсем понятно, о чем речь. Ну да ладно. Ох, Жаклин была в предвкушении. Она поднялась к себе в комнату, подальше от того дурдома, что творился внизу, и распаковала коробку. Ей хотелось как можно скорее примерить платье. Как только Жаклин увидела его на продавито, то сразу влюбилась. Она даже представила, как идеально оно сядет, подчеркнув фигуру. В нем она будет выглядеть как сказочная фея. Или даже принцесса. Легкий взмах палочки, и столы разом заполнятся яствами и различными вкусностями. Идеальный вариант, чтобы встретить влиятельных гостей цунами и подарить им незабываемый праздник. Но из-за новогодней суеты посылки, похоже, перепутали. О боже, что это такое? Как в таком встречать гостей? Жаклин была похожа не на сказочную фею, а на какую-то танцовщицу кабаре. Делать нечего, пора отправляться в ресторан. Уже совсем скоро туда прибудет важная делегация, но еще надо успеть накрыть стол. Пока Жерар настраивал пианино, Жаклин прибралась в ресторане, поставила праздничные тарелки и разожгла камин, чтобы создать уютную атмосферу. Как же хорошо, что она приготовила все блюда заранее. Кулинарные шедевры хранились в холодильнике и ждали своего часа. Кстати, который час? С минуты на минуту придут гости. Ну что ж, пора выставлять блюда. Жаклин зашла на кухню и чуть не лишилась чувств. В ресторане сломался холодильник, и все блюда, которые наготовила Жаклин для светского приема, испортились. Этого не может быть! Теперь у нее не было ни праздничного костюма, ни обеда для гостей. Все разрушено. О нет! Гости уже пришли! Что же делать? Цунами и мэры других городов разместились за столом. Да, банжуры постарались на славу и потрясающе украсили ресторан к празднику. Тут было так красиво, тепло и уютно, и Цунами надеялась, что гости тоже это оценят. Молодец, Жаклин! Жаклин думала, как выйти из ситуации, и для начала решила подать посетителям напитки. Боже мой, что это Жаклин на себя нацепила? Того и гляди, сейчас взберется на сцену и устроит шоу. Цунами надеялась, что гости будут так увлечены потрясающей кухней, что не обратят на Жаклин внимания. Цунами пыталась сохранить невозмутимый вид, но внутри нее бушевал шторм. После обеда ей предстояло вести мэра в парк на экскурсию. Она даже не представляла себе, что они подумают о городе, когда увидят тот хаос, который устроила в парке сестра Вивьен. Сперва Жаклин в костюме плесуньи кабаре, а потом полное погружение в фантастический мир апокалипсиса. Нет, о дальнейшем сотрудничестве Willow Creek с другими городами не может быть и речи. Гости уже начинали скучать. Жерар играл на пианино так умело, что хотелось провалиться под землю. Где же блюдо? Жаклин носилась по кухне, пытаясь приготовить хоть что-нибудь на скорую руку. Но поскольку холодильник не работал вот уже несколько часов, испортились не только блюда, но и все находящиеся в нем продукты. Но вдруг распахнулась дверь ресторана, и на пороге появилась она. Кого меньше всего сейчас хотелось видеть Жаклин, так это свою заклятую подругу Изабель Котель. Но она явилась сюда без зазрения совести, и точно добрая волшебная фея подала гостям свою выпечку, не забыв себя прорекламировать. Изабель поделилась, что кулинарный конкурс, в котором она недавно участвовала, так вдохновил ее, что она открыла собственную пекарню в Коппердейле. Поэтому она будет очень рада, если такие уважаемые персоны заглянут в ее уютное заведение, а также порекомендуют ее выпечку друзьям и знакомым. Ах, и к слову сказать, в том кулинарном конкурсе она заняла первое место, а ее кулинарные навыки оценили ведущие мировые шеф-повара. Жаклин была в ярости. Она и так уже пала ниже некуда, но Изабель Котель, видимо, решила напомнить, что, оказывается, и под дном тоже есть жизнь. Для Жаклин это был полный провал. Но зато Цунами хотя бы немного успокоилась. Гостям так понравилась кухня, что они даже попросили добавки. Мэр Сан Мишуна похвалил организаторские способности Цунами и отметил, что этот ресторан с такой неповторимой выпечкой вполне может стать визитной карточкой города. Ага, визитной карточкой Коппердейла. После обеда гости, сытые и довольные, отправились в городской парк.
Разъяренная Жаклин спросила Изабель, как она посмела сюда явиться. Изабель призвала к спокойствию и сказала, что узнала о бедственном положении Жаклин от своего мужа. Об этом ему сообщил их сын Кайл. Кайлу сказала Дженна, Дженне Жан-Поль, Жан-Полю Жульен, Жульену Жерар. В общем, суть не в этом. Главное, что новость до нее дошла, и она сразу же бросилась на помощь подруге. Это же новогодняя неделя, время чудес и волшебства. Хоть Жаклин и злилась на Изабель, которая никак не могла упустить шанса показать себя, но все-таки она действительно помогла и спасла плачевную ситуацию. Ну что ж, дело было сделано. Сейчас оставалось только починить холодильник и снова начать готовить. На этот раз уже для празднования Нового года. «Кстати, очень милый костюмчик», — сказала Изабель. Цунами до последнего медлила, не желая показывать гостям городской парк. Но всем уже не терпелось проникнуться новогодней атмосферой и подышать свежим морозным воздухом на природе. Поэтому сколько бы предлогов Цунами не нашла, сейчас они все иссякли. Ничего не поделаешь, пора отправляться в парк. Цунами рассказала гостям, что назвала этот парк цветущей сакурой, благодаря огромной сакуре с раскидистой кроной, расположившейся в самом центре. Правда, парк еще не достроен до конца, в помещениях отсутствует мебель, но она как раз делает все возможное, чтобы в новом году это общественное место, наконец, заработало. Подходя к парку, Цунами ожидала услышать от гостей возгласы ужаса и, возможно, даже увидеть их побег из города. И как же она удивилась, когда гости действительно ахнули. Но только от восторга. Что происходит? Что это за место? Это точно парк Виллоу-Крик, а не резиденция Деда Мороза? Парк сверкал от ярких праздничных огней. У входа посетителей встречала огромная наряженная елка. Повсюду развешаны гирлянды и фонарики. Они мерцали и волшебно сияли, создавая магическую и сказочную атмосферу. Гости были очарованы творящимся в парке праздничным торжеством. Они отправились рассматривать украшения, а Цунами замерла на месте, все еще не веря своим глазам. Где же тот ужас, что сотворила с парком сестра Вивьен? Где жуткие костры? Где груды металла, покрышки и та кошмарная сгоревшая ель? Такое ощущение, словно в Виллоу-Крик действительно произошло волшебство. И тут Цунами увидела виновника этого волшебства. Наруто направлялся в ее сторону с довольной улыбкой. Он сказал, что не мог выносить переживаний Цунами от того, что доставка ее украшений задержалась. Еще ему было больно видеть ее расстроенной, когда парком занялась сестра Вивьен. Поэтому он сам отправился в Сан-Мишуна и закупил все необходимое. А наряжать парк ему помогли Вивьен, Фэй, Чак и его мать. Кстати, Фэй была не против смены декораций в парке, поскольку ее апокалиптическую новогоднюю композицию уже успел выкупить арт-директор модного дома Валенсидага и увезти в промо-тур для новой коллекции. И вдруг Цунами вспомнила то послание от Деда Мороза, которое она обнаружила у своего дома. Там говорилось, что совсем не обязательно полагаться только на себя. Помощь тоже можно принять. Как это верно! Цунами была очень благодарна помощи, которую ей оказал Наруто и жители Виллоу-Крик. Тем временем мэры Комареби, Сулани и Сан-Мишуна веселились в снегу совсем как дети. Цунами знала, что уедут они из города счастливые и умиротворенные, а значит, она прошла это испытание. Мэр Сан-Мишуна одобрил союз с Виллоу-Крик и сказал, что впереди их города ждет плодотворное сотрудничество. Нет, испытание прошла не только она, это сделал весь Виллоу-Крик. Начинающая актриса Джо Пауэр обнаружила послание у своего дома ранним пятничным утром и, кстати, совсем ему не удивилась. Она постоянно находила у дома какие-то коробки, в которых лежали то сценарии, то анонимные записки не с самым добрым содержанием. Но на этот раз послание было от Деда Мороза. Ха-ха, очень смешно. Не всегда нужно придерживаться сценария. Бывает полезно пустить все на самотек и наслаждаться моментом. Бессмыслица какая-то. Джо и так наслаждалась моментом, ведь сегодня в студии Plumbob Pictures должны состояться съемки новогоднего видеоролика. Ничего особенного на самом деле, всего лишь праздничная короткометражка, но дело в том, что Plumbob Pictures запустит этот ролик на центральное телевидение в новогоднюю ночь, и тогда о Джо узнает весь мир. Сразу же посыпятся предложения сыграть в фильмах ведущих режиссеров, ее захотят видеть во всех телепередачах, потом звезда на Аллее Славы, трансляция ролика на Каннском фестивале, и вот уже Джо получает Оскар, а ей аплодирует весь мир. Эх, мечты, мечты. Джо привела себя в порядок и поехала на съемочную площадку.
Наряду с лютой метелью здесь, как и всегда, была полнейшая суматоха. Режиссер горланил в громкоговоритель, ассистенты носились туда-сюда, актеры толкались в гримерках, готовясь к съемкам. Актрисы, с которыми Джо должна была сняться в сценке, уже облачились в съемочные костюмы. Она искала свой костюм среди нарядов, но никак не могла найти. Куда же он подевался? В это время в гримерную заглянул режиссер и сказал, что времени нет. Завтра Новый год и надо срочно приступать к съемкам. Кстати, произошла путаница, и из-за новогодней суматохи костюм Джо Пауэр случайно доставили кому-то другому. Но съемки задерживать нельзя, сроки и так поджимают. Поэтому Джо придется надеть что-то другое. Например, вот этот костюм персика, и в ролике танцевать где-то на заднем плане. Если Джо профессиональная артистка, она запросто справится и с ролью второго плана, или третьего, а может и четвертого плана. В общем, торопитесь, девочки, съемки начинаются. Все мечты Джо разом рухнули. Как такое могло произойти? Ей ничего не оставалось, как облачиться в костюм персика и в этом наряде отправиться на съемки. Камера. Мотор. Пишем. Джо печально танцевала где-то позади всех. Зрители совершенно точно не увидят ее в этом новогоднем видео, все их внимание будет приковано к актрисам на первом плане. Это был полный провал. Но тут она вспомнила послание, найденное в коробке. А ведь и правда, не всегда нужно придерживаться сценария, бывает полезно пустить все на самотек и наслаждаться моментом. Наверное, в этом есть смысл. Джо решила плыть по течению. А что? Сейчас она находилась на съемочной площадке крупнейшей студии, и пусть ее роль в этой постановке не главная, она все равно попадет в видеоролик и появится на телеэкранах. Поэтому, как говорится, надо отпустить ситуацию и наслаждаться моментом. Джо отдалась танцу. Она почувствовала такую легкость, что это не осталось незамеченным. За считанные минуты видеоролик с ее танцем набрал огромнейшее число просмотров, а сам танец Джо обрел такую популярность, что даже получил собственное название – «Танец персика». Соцсети просто взорвались. Танец персика танцевали все. И люди на улицах возле новогодней елки, и жители Виллоу Крик, и даже знаменитости. На волне популярности Джо пригласили на вечернюю телепередачу, где телеведущий выразил восхищение от танца персика и сказал: «Вау, твой ролик с танцем персика завирусился и набрал колоссальное количество просмотров. Твое выступление стало главным новогодним шоу, и остальным остается только позавидовать такому успеху. Как? Как такое можно было придумать?» Джо Пауэр нисколько не смутил этот вопрос, и она в шутку сказала, что просто последовала совету Деда Мороза плыть по течению, ведь сейчас Новый год, а это время, когда должны сбываться мечты. Зал взорвался овациями. Не это ли новогоднее чудо? Перекрикивая оглушительные аплодисменты, телеведущий радостно отметил, что прямо сейчас в этой студии для Джо подготовлен тот самый костюм. Не могла бы она повторить для зрителей свой танец персика? Конечно, да. Просмотры танца били все мыслимые и немыслимые рекорды. Именно этот видеоролик из телепередачи студия Plumbo Pictures и пустила в эфир в новогоднюю ночь. А если это действительно был Дед Мороз, с которым она мечтала о встрече с самого детства, то наконец-то он явил себя в это непростое для нее время. Наконец наступил вечер перед Новым годом. Погода стояла безветренная. С неба тихо падал снег, и лишь редкие прохожие встречались на пути. Многие остались в своих домах, потому что наступал главный праздник года – Новый год. Ресторан Бонжуров принимал гостей. Жители Виллоу Крик собирались на праздник. Эта неделя принесла каждому из них множество испытаний, но все с ними отлично справились. Или не все. Дела Жаклин Бонжур шли из рук вон плохо. Мало того, что холодильник, сколько бы Жерар ни чинил его, постоянно ломался.
так еще и все блюда, которые она в спешке готовила, получались несъедобными. То недосолеными, то пересолеными, то поджаренными до черноты. Магия какая-то. Именно сегодня готовка у Жаклин совсем не удавалась. И когда она уже была готова опустить руки, ей внезапно вспомнилось послание, якобы полученное от Деда Мороза. Оно гласило, что иногда следует остановиться и не пытаться прыгнуть выше головы. Как это верно? Но сколько можно себя истязать? Пора выдохнуть, успокоиться и позволить себе отдохнуть. И тогда Жаклин пришла совершенно несвойственная ей идея. Она подумала, что если не сделает задуманное прямо сейчас, то не осмелится на это никогда. Жаклин достала телефон, набрала номер доставки и просто заказала пиццу. Вот такой у Жаклин получился новогодний стол. И, кстати, это совсем никого не смутило. Жители были рады, что собрались все вместе в этот праздничный вечер. Зал сверкал от праздничных огней, в камине потрескивали дрова, по телевизору без конца транслировали танец персика. Цунами произнесла речь, поздравив Виллоу Крик с Новым годом, с новой главой, начинающейся в городе. Пусть Новый год принесет много радости и удачи, а жители Виллоу Крик станут только роднее и ближе. С праздником! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Наконец наступила полночь. Настал Новый год, который однозначно должен принести новые радости, победы и достижения. Но как только часы пробили 12, на пороге кто-то появился. Все на секунду замерли, увидев перед собой настоящего Деда Мороза. Но затем поняли, что это никто иной, как Жюльен Бонжур. Да, это он в начале недели проехался по улицам Виллоу Крик и оставил у домов тайные послания, и лишь благодаря ему жители смогли спасти праздник и не дать чарам темной феи свершиться. Тем временем Амаранта Дель Мар встречала Новый год в одиночестве. Ну ничего, радуйтесь, радуйтесь. Пока. Ее время еще придет, и она покажет, что ей лучше не переходить дорогу. Однажды она владеет силой природы, и тогда... А что будет тогда, мы узнаем позже, в следующих сериях. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с уже наступившим, уже давно-давно наступившим Новым годом. Ну а почему бы и нет? Ведь для сказки всегда есть время. Ну и тем более сейчас только его начало, и мы думаем, что впереди всех нас ждут самые прекрасные и светлые события. Пусть всем сопутствует удача и везение. Во всем. В работе, творчестве, дружбе, любви, ремонте, во всем, что только возможно. И еще, вот прямо сейчас. Почему бы нет? Отличная возможность. Загадайте желание. Самое заветное и желанное. Подумайте об этом, представьте, визуализируйте. И пусть оно обязательно сбудется. Ведь сегодня в нашем видео случались маленькие чудеса, и оно совершенно точно заряжено на доброе волшебство. Пусть так и будет. До скорых видео, друзья. Всем пока. Пока.